Ё-моё. Так. Всем привет. Всем привет. Сейчас настроим. Сегодня завел таки пораньше. Ура, ура. Так. Что-то я стал на работе безумно загоняться. Я вдруг понял, что этого делать лучше не Всем стоит. привет! Вышел долгожданный патч, а в моей голове давно сияли мысли об... Хочешь себе... Ну... Интересно, интересно. Так. Совсем забыл. Блин. Теперь, видимо, записи не будет.
Погодите-ка, давайте попробую еще раз. Заслушался этот Red Hot Chili Peppers. Так. 45-й час. Все окей. Так, с чего мы начнем? С чего мы начнем? Так. Так, давайте посмотрим на задание в ожидании конца. Бросьте вызов хранителю его семье в старой капелле. В смысле? Они теперь мои враги, что ли? Они что, типа, стали одержимы? Грустно. Ага. Так, у нас теперь оружие прокачано, кстати говоря. Оружие прокачано. Да ё-моё, чё-то у меня... Ну-ка, пойдем. Нету его. Ясно. Не, по сути, конечно, сразу туда бежать надо, сломя голову просто. Но сколько всего я пропущу тут. Вот вспомнить бы еще, кто где находился. Так. У Блох я был. Сколько мне денег? 58. Ну, еще где-то 340. 370. Ну, где-то около 400 у меня есть. Прогуляться хочется. О, давайте в этот. В таверну пойдем. Блин. Ай, да блин. Так.
Вот так. Ну, то стало сложно, да. Потому что везде видишь, теперь все вот это темные стали бутылки. Они все стали Добрый вечер. монстрами. Привет, Муглард. Здорово. Конечно, вот так. Так, все. Это за что? Britannia! Sensible! Соломен. Приятно встретить тебя здесь, сестра. Чудовищная цитадель наконец пала, но земли, что были под ее властью, все еще страдают. Зло, кое так долго творило это проклятое место, проникло в самые глубины королевства, и теперь восстает, как черная болезнь. Эта тьма проклятие еще более смертоносное, чем наваждение. Сила из глубин, которая поглотит все, если дать ей возможность. Именно так. И пока зло бродит по этим землям, наше рогатое копье не будет знать покоя. Мы зады будем биться в этих проклятых землях, пока не изведем последние из этих одержимых тьмой щадий. Мне вот любопытно, знаешь что? А что Блин, если... я так и не понял, что купить надо, чтоб я на карте отображался в первой части. В смысле? Что нужно купить для карты? Меня это парит. Компас или что-то в этом роде? Какая-то такая штука была. Ну, насколько я помню. Ну, там определенно точно была какая-то такая штука простая, которая вот играла роль как раз-таки GPS навигатора. Блин, прикол, знаешь какой? Я начинаю потихоньку понимать, что, возможно, мне придется убивать каждого босса опять, но это будет темная версия. Жесть, тут противники пошли. О, тут благоспокойно. Ногая путница, после того, как беды обрушились на окрестные земли, отрадно видеть тут живую душу. От этого нового проклятия и мой крепкий панцирь может не спасти. Ради вашей же безопасности, хозяин, настоятельно рекомендую вам не покидать этих стен. Ну да, и вы можете поступить так же. Оставайтесь и смойте тревоги парой колокольчиков нектара, хотя, учитывая силу этих толчков, боюсь, пара будет мало. Подать вам напиток, путница. Конец, быть может, уже не за горами, так что не стоит отказываться себе в удовольствии спить колокольчик другой нектара. Давай. Так, что тут у нас? Это тоже на месте?
Взрослая тетя, ну боялась, что тряска, за которой весь мир ходил ходуном, или липкие черные нити забрали тебя у меня. Мне удалось выжить. Ну и я продолжил сражаться, покуда у меня будут силы. В королевстве теперь страшно и опасно, но тут у домашнего очага тебе особо ничего не грозит. Посиди пока лучше здесь. Обязательно. Но останется тут внутри противное чувство, что появляется от этих мерзких нитей. Отбило мне всякую охоту к приключениям. А ты, взрослая тетя, разве сейчас не самый подходящий момент, чтобы заполнить наш журнал до конца? Сотрясание мира наверняка переполнит многих существ и выгонит их из нор. Вступай на охоту, потом покажи маленькой Ну, что ты узнала. Ну ты понял, да? Короче, да. Нам настоятельно рекомендуют идти. Вот он вот такой вот маленький какой-то. Еще есть. Улитку были. Только без этого панциря. Ну, короче, да, нам походу придется заново исследовать практически каждую локацию, потому что теперь в каждой локации будет новые боссы и все в таком духе. Ну, мне так кажется. Сейчас попробую подтвердить свою теорию и посмотреть эту локацию. Я посмотрел моды на отображениях у противников, но они косячные и по сути ничего не дают эти знания, а иногда даже отвлекают. Ну они лишние. Так. Что ж такое? Кто разводит весь этот шум? Что за дикая тряска? Что за визги? Важнейшая работа идет на смарку. Ты ж, я сказал, из такого не присутствует экземпляр. Ну, с этой торгой все в порядке. Так, ну тут вот внизу что-то есть. Я вот конкретно не помню, что тут и как было. А, понял. Так, босс тут был только внизу, кстати, да, вспомнил. Вверх можно пойти в трутовую чащу. Как вариант. Блин, походу улучшение жестко решает. Ай. Так, пойдем заценим, что тут изменилось. Ну, тут никого нет. Хорошо. Так, это окей. Блин, погоди.
А, внешний. А. Или там все-таки что-то есть? Ну-ка. Что-то мне плохо видно. Довольно не похоже. Нижние цеха. Ну тут вряд ли что-то изменилось. Ауч. Хотя ладно. Проще уж лучше посуду пойти. Ах ты мать. Только научу, не помню. Искореняем заразу всякую. М, 173. Блин, мало. Хотя проверим, может что-то у архитектора. В принципе, узнаем, как дела у нее. Чё нет? Она вполне себе в порядке. Жук красный, ты просишь, нуждаешься в нашей помощи даже сейчас? Мы служим уже слишком долго. Так, окей. Не, она вообще не в курсах, что происходит. Не супер насрать. Там этот... Мне кажется, эти черные ульи надо уничтожать, что ли. Но явно с ними что-то не то. О, все. И как назывался? А, то есть...
Понял. То есть... Окей. Оказывается, компас нужно было в карте купить. А, ну вот. Как я и говорил. Просто я думал, может это был уже не компас, а что-то другое. Ну, сам предмет как назывался, типа. А, я забываю, что я могу звать их. Господи, че? Так. Блин. В костяной низине все плохо. Все погибли, походу. Да. Все пропало. Все мертвы. Я просто в розовом кристальном мире, там жесть. А, ну да, это место интересное. Блин, я вот думаю, ща погоди-ка, попробую наверх подняться. Блин, вот неужели никого в живых тут нет вообще? Костер. Что у тебя тут? Разобрался, что куда идти, или ты секретки ищешь? Ну, я, по сути, да, всякие такие вот вещи хочу разузнать. Я, по идее, знаю, куда идти. Ну, в плане... чтобы дальше продвинуться по сюжету. Но просто думается мне, что что-то я интересное в плане контента тут еще смогу найти. Чё не отжимаешься, когда умираешь? Привет, Леха. Да пока не делаю такого. Да и не написано, что у меня фитнес. Я бы еще понял, если бы я бы написал, что каждая смерть упражнение, но такого Давай, нет. давай. Что давай? Не здрасте, никак дела и там прочее. Леха, что с тобой, а? Скажи мне. Чё ты совсем какой-то? Фитнес. Он уже все отжал. О, нифига. Офигеть, эта локация изменилась. Что быстрее ты будешь? А ты будешь Эдиком и забанен моментально. Как тебе такой вариант? Ну потому что ты меня потихоньку уже заебал. Блин, прикольно.
Жесть, это место изменилось. О, что такое? Тут есть система с рычагами, если Ничего нажал, себе. он уже не отжимается. Тогда ты лишишься своего почетного зрителя. Был бы ты почетным, не был бы таким. Вел бы себя нормально, как всегда. Но с какого-то хуя вдруг решил, хуй знает, быть Эдиком, который называет меня Матвеем. Ну, я не знаю, Лёха. Ты вдруг стал, ты вдруг вести себя решил как говнюк или что? Ну, с какого хуя, типа? От чего это началось? Вроде нормально всегда общались. Ну, это от тебя пошло. Я просто заранее тебя предупреждаю. Мне супер похуй, будешь ты на стриме или нет. Все зависит от того, как ты общаешься, и все. О, ё-моё. Ассистент, это вы? Наконец-то вы вернулись, мой друг. Сударь, вы в ужасающем состоянии. Эта субстанция прорастает сквозь ваш панцирь. Боюсь, со временем она полностью вас поглотит. Вы не желаете обратиться за помощью? Нет, нет, ассистент, вы заблуждаетесь. Мы переживаем чудесную трансформацию. Плазмиум, наше великое исследование. Мы достигли прогресса. Исследование должно продолжаться. Скоро я сам стану источником. Просто ты на моего племянника Матвейку похож. Ну... А ты вот сейчас похож на Эдика, на Эдуарда. Я уверен, найдется какой-нибудь такой Эдик, который вел себя таким же образом, и я вообще не ошибусь, типа. Как пил Шарлот, неважно, как ты выглядишь, главное, что ты говоришь. Эти земли хорошо приняли плазмиум. Почва насытилась им до глубины. Здешние существа Эдуарда, тоже так я дивно вообще преобразовались. Вы видели их? Да нет, Эдуарды существовали еще до тебя. Воздействие вашего плазмиума на здешних тварей даже слишком очевидно. Их тела претерпели, колоссальные изменения. Я заметил отголоски и других болезней. Интересно, что все это может значить, или же мое воображение придумывает ложные сходства. А, ваша любознательность растет, вы тоже стремитесь постичь скрытое. Можем ли мы каким-то образом заглянуть еще глубже? Давайте поразмыслим. Вы использовали свой плазмиум превосходно. Позвольте мне восполнить ваши запасы. За бабки еще. Ну ладно, насрать. Вот еще, пусть он пропитает ваш панцирь насквозь, не страшите боли. Давайте-ка проверим кое-что. Плазмиум. На Йоленгигас. За деньги, да. За деньги, да. Блин, так что ли? Так, подожди-ка. Если вот так и без плюс. Давай так.
Ассистент, чтобы лучше познать чудеса плазмиума, я знаю, что надлежит сделать. Существа внизу, которые впитали субстанцию и претерпели эволюцию, их тела наполнены сжиженной кровью. Вы должны использовать сосуд с иглой, чтобы извлечь этот драгоценный нектар. Лишь тщательно изучив его, мы сможем достичь высшего понимания. О, пошло-поехало. Искусная алхимия. Интересно, что будет? Да, ассистент, вы так преданы. Возьмите сосуд с иглой и оттащите внизу существо с сжиженной кровью. Полностью зарядите сосуд и глубоко вонзите иглу, извлеките зажиженную кровь. Заполучив ее, мы сможем проникнуть в самые сокровенные тайны, познать больше, обрести полное просветление. А вы использовали свой плазмиум превосходно. Да не надо. Не, давайте-ка поменяем. Понеслись. Так. Блин. Ага. Разжиженная кровь. Сколько ему надо? О, 10. А вообще тут карта построена, что нужно вниз или вверх. Но они в целом вертикальные. Иногда горизонтальные. Ну, зависит от цели, конечно, куда ты хочешь пойти. А так изначально мы шли вверх все время. Ну, с начала игры. Мы шли к цитадели. Часть. Ну, первая по большей части... Там по-разному было. Но там больше горизонтальная. Вот здесь конкретно много вертикального. А как мне вот это вот сделать? Да, блин. Бессмертный слизень. Да капец крепкий. Был повержен. Ага. Есть. 8 осталось. Семь. Да блин. Да блин.
Давай. Да ты задрал. Да, ё-моё. Ну это не... Ну это пиздец. Интересно, а почему этот умер сразу, а тот нет? Я того долго долбил, прям очень. В чем разница, интересно? Ага. Отлично, отлично. Так, 5 осталось, по-моему, да? Да. Там вряд ли что-то новое появилось. Ну уже, давай. Ага. 4 осталось. Три. О, медальон на память. Отлично. Две. Блять. Да блять. С разбега меня подкинуло. Но вот на нем можно очень даже много крови, походу, вытащить. Причем, видимо, много урона дает один укол.
распятие подпрыгнул. Да блин! Вот эта хрень сейчас была, ё-моё. Ладно, сейчас сделаем быстро. Ну, здрасте. Да блин. Ну как так-то? Я не в ту сторону стою. Дистанция. Максимум. Так, все, можно возвращаться. Так, ну и шо? У нас тут будет этот запах. У вас с собой разжиженная кровь? Да. Янара. Возьмите, сударь. Хоть я не знаю, какое просветление это вам может принести. Верьте же, мой дорогой ассистент, после всего пережитого я понимаю, величайшее знание приходит лишь через веру. Веру в плазмиум. Кровь, которую вы собрали, она сверкает. Да, я вижу это. Дивная форма, дивное будущее, что мерцает прямо перед нами. Окей. Через поглощение этой крови мы наконец достигнем истинного просветления. Награду возьмите железо из моего панциря, это мой дар вам. Мне она больше не нужна, вам же даруют неиссякаемые запасы плазмиума. Да, плазмиум чистый, прекрасный плазмиум. Плазмиумная железа. Тебе плохо? Он мне плазмиумную железу дал. Это его орган, что? Пульсирующий орган, который вырос в панцире алхимика. Зилатола. Железа постепенно восстанавливается, предоставляя вам практически неограниченный запас плазмиума. Иметь резерв для создания склянок с плазмиумом больше не нужно. Охренеть, круто.
И он двигается. Для вас, мой дорогой ассистент, испейте до последней капли мою жидкую жизнь. Мне кажется, он станет боссом, если я чуть позже еще приду сюда. Правда, не знаю, насколько позже к нему надо прийти, но мне кажется, да, что-то произойдет. Что-то произойдет. А, погодите-ка. Во. И сюда наверх. Так. Ветхий чё. Так, тут. Ну-ка, а там чё? А, так, нет. А! Так, тут, помнится, я блоху находил одну. Да. Но проверить надо было. Костяной погост. Низина. Так. А давай в низину пойдем. А, точнее, погост. А что такое погост? А, вот там. Блин, опять через эти туннели. Хотя ладно, не будет. Нахер. Так. А, подожди, там и скамейка была, кстати. Совсем забыл про нее. Так, а тут кто-нибудь есть? А, они вот тут сидят. Так, понял. Ща, подождите, давайте-ка я к себе сначала зайду. Тогда уж. Леди, значит, вы все еще живы, это хорошо. Я почувствовал, как началась борьба, как вспыхнули бледные сердца, а затем внезапно разлилась тьма. Не жаль, Эван, я надеялась убить монархиню и была близка к этой цели, однако ситуация стала неоднозначной.
Теперь всему Фарлому грозит гибель. Но я кое-что чувствую в вас, леди. Вы не поддались отчаянию, значит, надежда все еще осталась. Боюсь, что весьма призрачная, но я верю, способ справиться с этой бедой, возможно, еще есть. Я буду стремиться к этой цели изо всех сил, что мне остались. Тогда позвольте мне и дальше оказывать вам посильную помощь. Мой вклад, возможно, невелик, но я с готовностью его внесу. Леди, дни Фарлума сочтены. Леди, если вам удастся сильнее раскрыть вашу природу, прошу, вернитесь ко мне. Всю силу, что есть у меня, я отдам вам помощь. Благодарю тебя, Ева. Если моя природа, как ты видишь, как ты говоришь, раскроется сильнее, я вернусь. А как она еще не раскрылась, что ли? Так, ну-ка. Сколько одежду скинули свою. Да, Фенестра. Боитесь? Прячетесь здесь, пока ваша собственная земля гибнет по вашей же вине. Похоже, ты недовольна, древняя. Мы ведь сделали все, как ты просила, разве нет? Ловушка сработала, существо было поймано. Но вы привязали ее к пустоте. Не стоит прикидываться глупой. Тебе должны быть хорошо известны пристрастия нашей семьи. Разве у тебя не было предчувствия? Как еще могли мы поймать кого-то из вашего бледного рода? Как еще добиться ее столь неудержимого поглощения? Катестре. Когда вы очень серьезно просчитались, вместе с матерью в ловушку угодила ее дочь, Белый Рыцарь. О нет, эти толчки, мы почувствовали их силу даже здесь. Значит, мать сопротивляется тьме, дабы спасти дитя? Таково мое предположение. Я должна спуститься в пустоту, дабы убедиться во всем лично. О как прискорбно. Ее метание погубит весь Фарлум. Возможно, но я не собираюсь покорно наблюдать за тем, как он рушится. Скрипучие доки за костяными пещерами, там я видела судно, что способно спуститься вниз. Тяжелый колокол создан специально для этой цели. Мне нужно лишь попасть внутрь него и найти того, кто будет управлять спуском наверху. Я решу об выбьете задачи, смотря в доки. Ты будешь первый за целую эпоху, кто спустится на такую глубину, древняя. Никто, включая нашу семью, давно уже не знает, что там творится. Я лучше многих подготовлен для посещения этих глубин. Я достигну основания всей земли и узнаю всю правду о новой беде, которую мы породили вместе с вами. Пиздюки, блять. Фадастама. Если пустота не поглотит его прежде, вы ведь видели черные нити, которые терзают наши земли. Тьма просачивается все выше, вселившись в шелк падшей монархини. Дороги Фарлуму были небезопасны и прежде, теперь же они станут попросту непроходимыми. Теперь пилигримам, что еще уцелели на ваших землях, стоит собраться вместе и надеяться на лучшее. Если все можно закончить по-другому, мы должны выяснить, как это сделать. Так, мерцающее пламя. 5 масок, закрученной душой, принести и изжарить. 4 камня, запеченные в ярости, столченные в грубый порошок. 3 свежих панциря, павших пилигримов для помещения внутрь и выдержки. Это рецепт какой-то. И все? Я просто с ними побазарил. Я думал, их убью. Так, подождите. И найдите в глубоких доках того, кто поможет вам попасть в водолазный колокол и спуститься в нем на поверхность Фарлума. Ё-моё.
Это весьма любопытно. Окей. Я проверю, что тут внизу, кстати. Мало ли. Ну тут в целом без изменений. О! Да, блин. Отлично. Так. Представь себе зверомуху теперь. Вот это вообще веселая херня, наверное, будет. Так, значит, идем глубокие доки, да? Может, стоит пробежаться через костяк, посмотреть, что там творится вообще в целом. Потому что локации-то сильно изменились. В пески Караков пойти тоже, кстати. Александр Пирогов теперь отслеживает канал. О, спасибо большое, Александр. Рано благодарю. Ай, бля. Ну, здрасте. Смотри-ка, черное какое.
Нет? Окей. Zanzibar! Полина Малем. О, сестра, сколь тяжкую дань взимает с нас эта нескончаемая битва. Несомненно, когда на эти земли наконец вернется мир, мы сможем оценить он и по достоинству. Янара. Вы излагаете на себя слишком тяжкое время, сударь. Я, безусловно, разделяю ваше стремление освободить сию землю от проклятия, но все же советую вам отдохнуть. Хотя бы немного. Отдохнуть нам? Пока ты, моя дорогая сестра, столь доблестно сражаешься, мы не можем. Чтобы подумали о нас родной деревне, если бы мы отступили. Нет, чтобы ты не думал, в этих старых панцирях еще достаточно сил. Так, ладно. А он нас не спустит вниз? Regina Fora. Дочь кузни, я хочу остановить черные волны, которые сотрясают наши земли, укротив их источник под пламенными озерами. Желая опуститься на такую глубину, остренький жук. Что ж, в этих доках имеется подходящее средство. Вы сами мы не сможем тебе помочь. Выживет Фарлом или падет, мы все равно обязаны будем до конца оставаться в этой кузне. Спроси Болу, если наша участь столь же мрачна, сколько отчаян твой план, уверен, этого жука не придется долго убеждать. Тимьян. Сударь, мне нужно спуститься под пламенные озера. У подножия этого сооружения есть водолазный колокол, который должен быть пригоден для этой цели. Мне нужно, чтобы кто-то открыл его, а потом спустил вниз. Поскольку в этих доках один из немногих, кто сохранил рассудок, эта задача должна лечь на вас. Вы не видите, что я занят, барышня? Пока что у меня нет времени ни на что иное, кроме как орудовать лопатой. Да, Фенистра. Соизвольте помочь мне сейчас. Не то, что все ваши старания вскоре окажутся тщетными. Это царство рушится, его падение неизбежно. Если вы желаете, чтобы ваш труд и ваша жизнь продолжались, вы должны помочь мне и немедленно. Все настолько скверно? Видимо, да. Что ж, если так, я весь от лап до панциря к вашим услугам. Встретимся внизу у водолазного колокола, посмотрим, смогу ли я подготовить вас от погружения. Круто. Угу.
Его дверь плотно прижата замысловатым зажимом. А где чел? А, вот он. Эй, барышня, ну как тут дела? Куча циферблатов, и за всеми нужно следить. Но, по крайней мере, механизм управления в порядке. Отсюда я могу направить ваш колокол вниз. Никакой другой жук лучше с этим не справится. Постойте, как вы раньше не... Так вы раньше имели дела с этим транспортом? Как и никто другой из ныне живущих, барышня. Те, кто раньше в нем погружался, или давно мертвы, или застряли между жизнью и смертью из-за проклятия. Но из тех, кто остался, ни у кого не хватало храбрости или безрассудства, чтобы попробовать, по крайней мере, до этого момента. Я буду стараться как могу. Боюсь, это все, на что вы можете рассчитывать. По крайней мере, ковка в этих доках была рассчитана на века. Будем молиться, что ваше погружение не выдержит. Вот ключ, с помощью которого вы сможете попасть в его металлическое брюхо. Залезайте туда, как решите, что готово. Ну а пока я тут все настрою. Маленький ключ рабочего, открывающий дверь к водолазному колоколу в глубоких доках. Сударь, я хочу начать погружение. Подготовьте, пожалуйста, для меня колокол. Сию минуту, барышня. Устраивайтесь пока на скамейке, и совсем скоро я вас спущу. А, у меня чат отвалился, да? Барышня, шибко грузка поднять возможно. Что, поднять невозможно? Сударь, если вы меня слышите, во время спуска произошла авария. Бесконечная. Колокол сломался. Привет, Дима. И перемещаться в нем сейчас нельзя. Поднимите его, если сможете, но без меня внутри. Поднять невозможно. Ну, я не знаю. По-моему, потихоньку иду к концу. Бездна. Новому году пройдешь. Ну, не все так плохо. Не факт. Ёб твою мать, В что целом это такое? зашла, не? Да, зашла. Сходи намного раньше.
Да что за... Так, давайте-ка я поменяю навык. Скорее всего, на этот. Также амулет, наверное, стоит поменять на вот этот. Наиграл 120 часов, игра отстой, гривный отзыв не зашла. Гневный отзыв. Я б за пару дней задушился уже. Ну, я-то... Ну, просто... Я получаю удовольствие от процесса. Во мне умер геймер Ахов. Ты его переварил, что ли? Хо-хо-хо! Шутка, юмор! О, как ты шутка! Это шутка! Это шутка! Жесть. Капец. Надо... Ничего, ты шутканул прям в самое сердечко. Это называется игровая импотенция. Да я соскуфился, играю в 5 игр 10 лет уже. Во-во. Играя в одни и те же игры, конечно. Чё хорошо будет. Вот и думайте. Нарды. Зато 3 часов в фактаркиях. Это что за прикол? Ну, что за матч? Ты еба... Блять. Приходишь с завода и играешь в завод. Классика. Ну. Да. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Так, это начинает превращаться в проблему. Жесть, что за питомец из чужих? Артур Пирожков теперь отслеживает канал. Да. Артур Пирожков.
И начинай писать какую-то дичь про цыган. Там что-то он написал про Ебать, цыган. вспомнили кого. Да тут просто на ВК какой-то Артур Пирогов подписался. И тут же начинает какую-то пасту кидать. Вообще не понял. Ты хочешь меня, а ты хочешь меня, все меня хотят. Ну, у него примерно такие песни были, да. Если не буквально. Ё-моё, вот это Песни как хитбоксы, это песни. тваря. Капец, огромные хитбоксы. Тут только парирование помогут, как будто бы. И вот это очень лишнее. Ай, иди нахуй. Ну да, не видно, среди попсы выделяются. Этот членорг самый дерзкий. Да блять! Хай Милен. Привет, Гудзон. Хай чат. А чё мне только одного не хватает? Хила. У кого есть знакомый, который реально вот голенейшую попу слушает? Ты же ее прошел уже алых раз. Хай, с вами Вангай. Да блин. У меня только одна девочка знакомая такая есть. Ха. А чё плохого? Рокси, тебе же не 15 лет, чтобы думать, что твой вкус единственно правильный. Я не про плохое или хорошее, я про то, что у меня один человек реально топает. Ядрить, там страшная хуйня. О, скамейка. Найс. Нарисовать-то я что-то Ай. нарисовала. О, карта. Yes. Ага.
Пойдем налево. Я просто понимаю, что их миллионы, а у меня вот только одна знакомая, остальные что-то такое слушают, уже не голимейшую попсу. Сотри наш страх, искорени наши желания. Дабы не видеть боли и мук, очисти же нас пустота. Где они все ахов? Ну, типа, ты говоришь про то, что жанр называется попса, но конкретно людей, которые слушают только попсу, таких типа нет, да, уже? То есть попса это уже, по сути, не жанр, как попса. Ну, то есть, уже не популярность. Ну, как бы, да? То есть, уже сам жанр не отвечает своему, как бы, ну, У меня нет в изначальному окружении. названию. Я про это. Ну, я понимаю. Но если так подумать, то у меня тоже как будто бы. Всегда удивляла. Не, вообще предпосылки были, что типа должны быть на самом деле такие чувачки. Есть такое. О, смотрите. И вот ты лежишь здесь, Уже до монарх. хренового Твое концерты положение там кажется пипец безнадежным, собирают все же ты всяких. цепляешься за жизнь. Неужели ты позволишь тьме задушить свои земли, лишь ради того, чтобы спасти ее? Ларис. А у меня одна Паучок, девочка дорогуша, слушает только. как приятно, что ты почтила меня визитом. Здесь, на дне мира, так одиноко. That's fine. Не могу разделить твоего ликования, дитя. Из-за того небольшого бунта, что ты устроила наверху, гибнет теперь все королевство. Мой бунт заключался в том, чтобы сохранить тебе жизнь, паучок. Я не отдала матери твою силу шелка. Я победила. Пусть бьется в агонии и растрачивает силы, зная, что ее жалкое сломленное дитя и нанесла ей смертельную рану. Возрадуйся же. Или шансон И его что же просто слушает наблюдай за дофига тем, людей. как все рушится. Benefrey. Я не стану этого делать. Однажды мне уже довелось быть стражем умирающей земли, и подобной роли я более не желаю. Пока я жива, у меня есть силы сопротивляться. Это королевство, и жуки в нем не погибнут. Паучок, паучок, какое же ты дивное создание. Все сражаешься и сражаешься, невзирая на то, что мир Сансон не читак. вокруг тебя рушится. Фарлум и его жуки обратятся в прах, Шансон. а ты все равно продолжишь тщетно размахивать своим клинком. Hasbin. Вероятно, такой исход еще можно предотвратить. Я отыщу тайную силу, цветок, что отгоняет тьму. О, цветок. Но я могу. Эти графину улитки только причастны к переваривать созданию на круг. ловушки, безжалостному использованию ее пустоты. Теперь они помогут мне найти противодействие. Я вернусь, Ну, я дитя, так же. и когда у меня будет достаточно сил, чтобы спуститься вниз и окончательно освободить Нормально, эту Шансон. землю от хватки Добрый. твоей матери, Ага. Душный. Без всяких менты закрыли пацана. о чем вы там болтаете? Про шансон? Как ее там еще есть? Алина Сексова или как ее Ахов?
избитая тетя, но веселая. Ткачетом Апсалом. Рунный цветок, рунный свиток, изображающий облеченную пустоту. А? Щупальца пустоты. Хлесткие обрывки чистой тьмы, принявшие форму заостренных щупалец. Пустота, которая поглотит все сущее в резких колючих формах, которые она выбирает, ее сущность проявляется наиболее отчетливо. Понял. Блядь. У нас в школе все репереров Вера бля и я один год металля с гордяхов. Дочь Рвиры. далекой земли, мы оставшиеся так долго ждали. Свяжи нас же нашу силу со своей, верни будущее нашему измученному королевству. Жестко. Наконец-то. Окрыляющий шелк. Древнее искусство. Бросайте иглу вверх и взлетайте следом за ней на огромную высоту. Расходуется шелк. Бейте врагов, чтобы пополнить его запас. Круто. Блин, это охуенно. Понсы. Девять день. Новое умение открыл жесть. Да. О, нифига. Так. Дальногляд. What the fuck? Наблюдательный инструмент качей в сложенном виде. Собрав его, можно наблюдать за дальними землями. Дальногляд можно собрать у себя дома. Блять. Это только на земле можно делать или в прыжке тоже. На земле, видимо. Она же ногами упирается в что-то. А, да ёб твою мать, капец. Тайм подготовка полминуты.
тут общая история есть сюжетная или ток лор? Сюжетная история? Ну, в целом, да. Ну типа чья она тут шраебится и куда? Ой, блин. Ну, короче, изначально, как началось-то? Ее после событий первой части похитили какие-то чувачки вот в рясах и заточили ее в клетку с рунами, где она не могла ничего сделать. Но после освободилась. И когда освободилась, она решила: блин, что это за херня вообще? Пойду-ка я у них конкретно спрошу за эту херню, типа, напрямую. И отправлюсь к ним в цитадель. И по мере передвижения вот просто к цитадели туда наверх, мы понимаем, что это королевство, Фарлум, пребывает в капец какой, ну, херовом состоянии, так как все ее жители стали жертвами какой-то болезни под названием наваждение, которая вызывает нить паутины, которая распространила монархия. Ну, какая-то правительница этих земель. И, в общем, дело простое, казалось бы, да. Мы просто сейчас поднимемся наверх и дадим ей пизды. Хорошо. Но так как мы являемся тоже, типа, наполовину пауком, то у нас есть предрасположенность к тому, чтобы править этими землями. То есть, как только мы убьем эту королеву, монархиню, то мы автоматически занимаем ее место и становимся... загадочное яйцо, нихуя себе. Черно-каменное яйцо, которое появилось на свет. Реликвия из далекого прошлого. То есть должны были занять ее место. Это одно из концовок, самое простое, где ты берешь и убиваешь эту монархиню, и ты занимаешь ее место. И по сути получается так, что меняется шило на мыло, и все. По факту все также будут ходить с наваждением, но уже источником наваждения станет Хорнет, вот главная героиня. Есть альтернативный вариант, который мы выбрали, другой. Мы решили пленить монархиню, не убивая ее, чтобы наша вот эта вот природа паука, ну, вдруг не взяла верх, и мы не стали монархами. Классика: убил короля и сел на трон. Ну, типа того, да. Но это происходит, типа, ну, как бы сказать, видимо, неосознанно и максимально автоматически. Просто в один момент... Убил кого, сам становишься им. Хорнет поясняла, что у меня есть, типа, тяга туда наверх подняться и дать ей пизды. Не только потому, что я понимаю, что она является, типа, источником проблем, но также и об этом твердит мое нутро, типа, моя природа. О том, что я должна занять ее место, типа. И альтернативный вариант было ее пленить. Что мы сделали? Мы ее, когда уже готовы были нанести смертельный удар, начали отправлять в ловушку, в портал какой-то, в пустоту. Но мы сами этого не знали, что это будет пустота. Но уже было слишком поздно, так как когда мы ее начали отправлять в пустоту, она схватила нас и готова была утащить нас вместе с собой. Но в этот момент ее созданная дочь
То есть эта женщина-монарх взяла из шелка, буквально из паутины, создала маленькую паучишку, которую назвала Лейс, и она является белым рыцарем ее. И та, получается, бунт, так сказать, небольшой сделала, и спасла нас от того, чтобы нас утянули в бездну. И теперь эта монархиня, из-за того, что теперь в бездне находится ее дочь, пытается вырваться для того, чтобы освободить ее дочь. А так, не было бы ее дочери тут, она бы, ну, наверное, на похуй тут лежала бы. Она типа хочет спасти свою дочь, эту Лейс, а она, как бы, не знаю. Ну, хз. Кстати, я вот мотивации Лейс немного не понимаю, она просто идет против матери, потому что она бунтарка. Сейчас историю изучаю, как же стыдно за людей всю дорогу. Как это? А, вообще. Эксплуатация. Хотя, может, я марксист латентный. Ну и в общем, такая вот история. По сути, сюжет безумно простой. Ну, как я всегда говорил, смотри на людей, как на стаю немного умных обезьян, и все становится понятно и логично. То есть сюжет максимально простой. У нас буквально главная героиня — это Джейсон Стэтхэм, который решил пойти спросить за гнилое похищение, но по пути приобрела не простую мотивацию мести, а реального спасения королевства. И поэтому у нас появляется альтернативный вариант прохождения игры. В плане ее пленения. Ахах. Ну да, типа, какого хуя, блядь. Ну, у них типа реально были свои причины, потому что у нас наша главная героиня является дочерью червя плюс ткача, плюс еще какой-то другой хуйни и пустоты, по-моему, я еще точно не знаю. Ну, в общем, суть такая, что у нас, ебать, какой такой смесь ДНК вот в этом главной героине, и этой монархине было необходимо схватить ее и взять ее шелк, вот этот вот, для каких-то целей. Точно не знаю для чего. Но об этом говорилось точно. Но я хуй знает о чем. Там в целом они шелк использовали для того, чтобы жить вечно, не стареть и все в таком духе. То есть причины такие были довольно-таки простые. Это Гадзоу на УЗ Бушвакера, не смотришь лучший канал по мировой истории. Имха. Вот теперь будет смотреть. Взяли, решили за него. Все, теперь он Очень рекомендую. Запишу. Блядь! Интересненько. Я
Я сам к истории ну так себе отношусь. В школе и универе весь интерес отбили преподы, но его смотрю с удовольствием. А хоть у него видосы. С 2 до 3 часов. Безмолвие твой голос, во тьме твой облик. Мы высшие, видим, как ты ищешь. Наши панцири жаждут твоих объятий. Секса хотят они все. Секса А они хотят. веселые, на самом деле он подает клево. Подает клево. И Рокси, когда школа ко многим вещам желание отбивает. Клево. Да. Клево. Да. Уф. Повышение уровня для Крауджикса случилось О, с VL18. повышением уровня У нас Лёха. учительница была такого возраста, что сама всю эту мировую историю видела, наверное, и участвовала. Мразотная бабка. Что за ши? Она меня ненавидела, а я ее. Да-да, ты заставляет учить великая суть. А, блядь, ёбаный А рот. суть в истории самая микотка. Так. Все, сейчас. Блядь. Она мне 4 поставила в 100 только потому, что сверху пришел приказ мне его не портить, так как я для школы грант выиграл. Да блин, ну что за пенис? Да. Проклятый второй прыжок. А в универе тупо как доп. Предмет была, и там еще мразотнее бабка была, ахах. Может, на самом деле ты им нравился? Просто они не знали, как проявить свою любовь. Да ёбаный рот. Чувствуй нашу любовь, ага. А, да? А, да? Let's go, let's go, let's go! Ладно, все, сейчас сделаю по красоте. Нет, вот сейчас сделаю по красоте. Зато у нас культуролог был охеренный весно с перегаром нажухлал.
Так, вот сейчас будет окей. Нет, поторопился. Ну что ж, тут начинается интересный сегмент. Платформенный, вертикальный, с подъемом наверх. Куча лавы и шипов. Все как мы и любим. Он или отжигал, или тихо спалахал. Капец. Да ёбаная ты шваль. Ну господи. Надо отвыкнуть от нажатия этой кнопки. Ну здрасте, ну серьезно. Ну, я что-то совсем сейчас. Вот, другое дело. Замечайте, что музыка еще меняется. Вот черт! Блин, это вообще жесть. Ну это кино тупо просто. Так, надо подготовиться. Там все-таки нихуя не просто. Там нихуя не просто. Убираем эту трудную хуету. Все, понеслась, блядь. Так, а вообще... Офигеть, какая тут просто охеренная музыка, сегмент. Просто великолепный. Ну типа, тут музыка играет. Вместе с геймплеем, типа, в связке Да, хорошо. красиво. Только я на этом месте дорогу даю уже. Молодцы, ребята. С душой прям сделали.
нахер? Явно изучить кружки кофе в одной руке. Тихо! Да, блядь, ну ты дурак или как? А я пошел играть. А! Вот. Школы упражнений для еще одних моих души. Ё-моё, Охуеть. Жесть. вообще пиздец. Это было эпично. Это очень было эпично. О, у меня еще отопление включено в доме, пипец. Жара, нахуй. Красивый, согласен. Ё-моё. И дофаминчик, я это сделал, я смог. Угу. Было классно. Так, нихера себе. Так, ну, в общем, теперь надо... Дофаминчик. Да тут уже тяжелый, с трудом доставшийся. Ну, было прикольно. А не как обычно ебошишь полгода, а потом, ну я сделал. Вы все еще жива. Ты доказал, что сделано из самого прочного материала остренький жук. Уже не дофаминчик, а так Боллоус с паук, прискорбием ага. поведал мне затруднение с водолазным колоколом и о том, что когда он поднял, у тебя внутри не было. Он боялся, что ты погибла в пламени. Но лично мне Ага. мы предполагали иное. Янара. Подъем оттуда был самым трудным в моей жизни. И все же мне вскоре предстоит спуститься туда вновь. Тогда ты вдвойне безумна, и лишь храбра сверх всякой меры. Мы будем молиться, чтобы ты вновь вернулся оттуда живой, хоть ты и делаешь все для обратного. Тимьёян. Берегите себя, дочь кузни. С тобой наше благословение, остренький жук. Да, блин, это жестко. Так, теперь у меня есть прикольная способность. И надо эту способность применить. О, например, тут. Но в целом не суть важно где. Ну-ка. Блин, тут эти пиздюки появиться не могут. Может, вот тут? Я, кстати, работать должен сегодня, а мне удаленку не включают, сижу кукую.
Да, блин. Отстой. Так. Куда бы отправиться? Там Куда же бы работаешь, отправиться? где Нолан? А мне тут один чел собирался поведать некий инсайдик по поводу того, как в каком очень плохом месте я работаю. В рюмочной, как всегда. Чеза инсайтик. Удаленно в рюмочной. Это газоунал за технологии прогресс ага. Посуду мою удаленно. А, ну там, короче, не знаю. В целом. Скинь мне потом инсайтики, если че. Ну, в целом, как будто бы херня. Надо почитать. А чё еще может быть? Сейчас я Единственное, тебе... почему место холевое, это либо ск не платят, либо начальник еблан. Ну, типа, да. Ну, там я вот начало почитал, там... Вот эта вот тема с волонтерством только вот было разве что. Так. Остальное мелочи. Ну давайте-ка пойдем в подточенные ступени. Но волонтерство у них да тема такая. Люди раздувают обычно в голове. Ну там в основном люди-то обижаются на то, что Волонтерство не прошли куда? волонтерство. Ну, они так стажерство называют сейчас. Что за волонтерство? Есть люди, которые прошли стажерство, есть люди, которые не прошли стажерство. И тех, кто не прошли, понять можно. Это пиздец. Потому что на волонтерстве, вот в этом самом, задачи ставят, но специфичные, блядь. Очень специфичные. А, понял, типа второй год, что ли? Не второй год. Бесплатно. Ну, да, типа месяц дают поработать Или чё? бесплатно. Месяц. И потом из множества людей выбирают там типа одного-двух. А там только о волонтерстве. Ну да. Я по диагоноде прочитал. Но если критерии честные, то норм тема. Подтянуть знания. Фиг накорч. Кроме волонтерства.
Да, фигня. И лучше я помолчу, ахах. Типа НДА? Так. А что я хотел? Почему... А, ну да. Вот это поменять. Бесполезный колокол. Рокси даже волонтером не пускают. Так он был волонтером. Доступ закрыли вон. Ну, И это было не сказать, что прикольно, конечно. сказали, даже за бесплатно не будешь работать. Совсем дебил. Тогда оплачивай им. Ты типа эти сообщения читаешь? Ну там, ну там человек на позицию геймдизайнера. А там к ним, видимо... Инсайты там тут про волонтерство и по сути правда. Ну да. Про остальное там только по слухам. О, наконец-то я тут. Аллилуйя. Ура. Ура, ура. А мне вообще весело, и так часов нет еще и сегодня, а вот сижу. Буду ныть, чтоб вы оставили. А, тебе байбит-то верифицировали? Вроде бы же сегодня бабло упадет. Бабло. Да. И это хорошо. Но тогда упадет, в прошлый раз 3 дня ждали. Да чё... Как будто бы сегодня должны. Ну, по крайней мере... Так говорили. Ну, как будто бы. А сегодня еще рабочий день, который по факту должен войти в аванс. Ну, ничего себе. Так что я бы на завтра думаю. Ну, возможно, да.
Ну, ёбаный ты рот. Что так криво получилось у меня? Вот. Другое дело. Отлично. Мне Сергей сказал, что по факту должно с 15 включительно в аванс оплаты входить, если 15 рабочий день. М. А там как будет? Вольт, нора, ничего себе. Ё-моё! Прикол. У меня сейчас деньги придут и уйдут, кайф. Просто сразу. До первого на прошлое доживать буду. Ну, блин, ты чё, себе не оставляешь ничего или что вообще? Зачем так дрочишь себя? Ну, я проебался на волонтерстве и... Не работал. Ну, типа, да. Ну, я в целом, типа, про то, чтобы... Сейчас надо 22 тысячи отдать просто разом. Ну, я к тому, что... Можно было бы хотя бы... Не знаю, 18 отдать. И 4000 себе оставить на пожить. Ну, чтоб без напрягов. Хорошо пожить. Не могу, я 18. Паршиво. А что ты уже... Тебе сказали, какую сумму тебе дадут? Ай, да ну нахуй. Да все идет по плану. У меня 1005 на 2 недели останется, а потом уже будут свободные деньги. А, ну хотя бы 5000 есть, ну. А то я переживаю, что у тебя вообще не будет денег. О, червевой! Это у меня малой, я 4 дня в месяц, и вот сегодня сижу. Умрешь тут в чате еще от голода. Ах ты, сука! Ну, если скрипты не выведут. Вольт жила. Обернув его вокруг нити, можно усилить умение шелком электричества. О, да ну нахуй. Я теперь буду как шторм.
У меня около 20 вообще выходит с минусом. Четыре дня проебался. В начале месяца. Ну, я думаю, нормально выведешь, надеюсь. Ах ты, блядь. Там, как я понял, не любят, когда не твоя личная карта ит. Ну, в принципе, как в Байбите. Ну, в принципе, ты же научен практически. Слишком вот эти вот хорошие курсы не смотри, типа. Я то понял, чутка, только вот своего ничего нет. О, Пока он болит, если что, тебе не придет. Они ж уже были. Мухите. их двое было тогда. Вот это вот тогда убежала. Блять. Хе-хе-хе. Обосса. Обоссали муху, обоссали. Разнесло муху. А наверху чё? Погоди. Я там в канал начал скидывать тупо наработки, все без разбора. Да блять. Ну я видел, там было прикольно. Последняя кое-что. про динамит, забавная имха. Так. Сегодня сикнул.
А Гудзел не лайкает. Кому я все это делаю, непонятно, хнык. Так. Чё лайкнуть? Мои посты. Тебя там нету, что ли? Твои посты ты и Вот эти лайкай. вот снизше, да? Я вот, кстати, с динамитом не Дэнс читал. гам. Ко мне в комнату зашел Ницше и заявил: «Я не человек, я динамит». «Да ёмана», — сказал я, задумавшись. «Ну ладно, как Он раз принципиально не лайкает. котел засорился. Взорви ее до основания, а затем мы построим новый мир из осколков и сантехнической ленты. Моя борьба. Только предупреди соседей, а то в прошлый раз они вызвали МЧС, приняв твой онтологический взрыв за утечку газа. Мои Впредь, енот». посты. Он отменно поднял подбородок. «Меня не волнует мнение стада. Моя воля к мощности». «Твоя воля к мощности», — перебил я, — «на прошлой неделе стоило мне залога за квартиру. Так что будешь взрывать, иди в ванную. Там Петрук, хотя бы секрет, капель да я отмыть хочу, о чём проще. вы. И надень тапки, а то на осколки напоришься». Динамит-то, блядь. Да. Мне вот снизу вот этот понравился. Про любовь. Про мой канал. Для тебя пишу. А ты не лайкаешь. Ну, Ланчо, он от меня хочет. Подпишись. Про табуретку тоже забавная. Так, у истока вот, и в коралловом сердце наш владыка, рожденный последним, правит. Это газонал Z. Ой, все уже ничего. Я уже обиделся. Вон, дай ему бан. Нифига. Прошу. Паркушечный резак. Оружие спиральной формы, изготовлено из затвердевшей при броске под углом, может отскочить от препятствия. Слышь, У-у-у. я Так. для него, а он, ясно все, ясно. Тише. Разбирайтесь сами. А то люди подумают, что мы гей-пара. Снимите номерок туда. Прикольное место. А я этого не скрываю и горжусь. Стример уже вон хихикает. Я не то. И ты не я.
Я не боюсь принять себя таким, какой я есть. Я динамит. У меня тут валидация аналитик не проходит. В смысле? А ты со своими постами, Дэнсгейм. Эй, нарядная жучиха, что чувствуешь теперь, когда мир вокруг трещит и рушится? Готов поспорить, ты отчаянно нуждаешься в У меня припасах? тут Мужчина даже фура. компа нет, чтобы Похоже, ты в чё хорошем делать, настроении, чё. вор. Неужели тебя не тревожит то, что вашему королевству грозит полное разрушение? Старине Гриндлу плевать на конец света. Мы же всегда найдем способ поживиться, верно? Так что не ной. Ах, О, есть у нас парочка вот таких бросательных штук, приносит удачу в любой вылазке наживы. Как это? Погоди-ка, а это что такое? Да ты чё? Ну ладно. Хотя давайте дадим концерт. Давай сюда, что есть у тебя, моя любовь. Если блестит, надо брать. Что есть у них, я заберу, любовь моя. соответственно, я не поработаю, а потом не покушаю. Ну блин, отстой какой-то. И умру голодной смертью. Да. Голодная смерть. И никто обо мне не вспомнит. Ну, я вспомню. Но на новом кресле. Тоже хорошо. Че, уже подарили или, кстати, чё? Пока нет еще. Который 17-го приедет. Блять, а почему 17 число так? Что-то слишком много завязано на 17 числе. Хуй знает, очень много всего должно как будто случиться 17 числа. Число красивое и простое. Да нет, ну, может быть поэтому, но в целом как будто к 17 числу очень много всяких разных событий должно произойти. И самое ебаное, как вот не могу вспомнить, что конкретно. Как будто бы какие-то дедлайны стояли. У людей есть привязка к числам всяким на самом деле. А опасные размышления. Почему? Colin, what's that? Теперь Куча моя людей обязанность заботиться о тех, кукнулись кто от остался здесь, чисел этих. включая и вас. Если я могу вам чем-то помочь, пожалуйста, дайте мне все знать. Боли, муки. Во мраке теней все становится Как в явным. фильме Фарлом 23. на последнем издыхании, и мы, немногие уцелевшие, тоже должны ощутить его предсмертную боль. Приходи на Сен-Сутадель, чтобы разделить страдания. Прикольно. 23. Например, если попросить человека загадать число то 1 до 100, он очень часто выберет 37. Интересная теория.
Высокий такой жук, весь из себя благородный, не особо разговорчивый. А главное, если бы не он, меня бы уже давно не было на свете. О, второй страж спасает всех. И не только меня. Многие воздают хвалу редкой храбрости сего рыцаря, который так вовремя пришел нам на помощь. Потом в ради 45, Мы тут рады и потом любой 17. защите. Этот сияющий герой выручает нас почти так же часто, как и вы. Этот золотой рыцарь, сестра, выкашивает пропащих, охраняя нас. Если бы не он, да его доблестные клинки, они бы уже наверняка заполнили тут все. Dos golem. Катакомбуса. Окей. Но люди и в нумерологию верят. Ну, да, я эту тему понимаю и... Да. Ну, не сказать, что у меня прям такая же тема. Но в целом, да, сильно похоже. Потому что я вот прям, ну, блять, вообще не могу вспомнить, что с 17 числом еще связано было. Но вот что-то важное как будто должно было случиться 17 числа. Вот это вот есть у меня в голове. Потому что что-то как будто бы очень часто встречал 17 число в качестве даты. Я такой, блин, чё? Я из всего этого магического оккультного только старый играюсь. Старый. Прикольно. Ну я вот не играюсь, но конкретно в это число на меня вот буквально на этой неделе, вообще не на этой неделе, а с прошлой недели доебывают. Забавная штука. Пораскладывать. Так, ну-ка, тут нужен... Потомственный таролог в 10 поколения. Чё, прям все так серьезно? Ничего себе. Конечно. Ты ничтожная букашка или На самом деле, плакушка. чё в этом есть, я себе и маме иногда Обреченная раскладываю. избранница судьбы, что продержалась до самого конца. Смирись, покорись, смертельный удар уже нанесен. Прекрасный Фарлум стенает, предчувствуя свой конец. Мы терзаемся горем, горстка выживших воссоединимся же, наконец, здесь и явим наши пылающие сердца. Вместе мы разделим боль нашего королевства, почувствуем, как опаляет она наши панцири, ясно познаем его муки и скорбь. Очередной блядский актер. Это Робби опять? Он выжил? Истерзанный Робби.
Киркоров 2. Возвращение. Блин, этот румын опять меня достает. Пришел из портала. Здравствуй. Да. Блин, если бы он вот так вот мог показать, вообще было бы отлично. Будь по-твоему наглая тля, можешь отрицать страдания нашего Красиво королевства. умер. Можешь оберечь от них свой хрупкий панцирь. Ступай же дальше по своему безнадежному пути, прокрадывайся вперед, нападай и сражайся, но знай, что твой враг сама судьба, и она восстала в ярости. Найс. О. Темное зеркало. При связывании производит обжигающий взрыв, который наносит урон. Это круто. Японское кунг-фу. Это круто. Тут явно где-то должна быть. Ну типа место такое прям.
К сожалению, нет. Хорошо. Пойдем заценим, что в белых покоях творится. Уф. О. Да? Не подняться? Я разобрался по работе. Хорош. Я умный. Красавчик. На Йоленгигас. Как утка. Почему как? Так. Бля, у меня батя так говорил. Откуда это интересно? Ну, выражение странное вообще весьма. Ну типа, почему как Это утка? поговорка. Умный как утка, только плаваешь как утюг. Ну это же, ну, странно звучит. Ну в том плане, что... Ну утку умной не назовешь точно. Ну типа да. Типа по большей части это... Ну, не знаю. Как оскорбление, принижение. Так, окей. Есть идея, куда пойти? Оскорбил Гудхона, получается. Но... Зачем так делаешь? Да за что? А чей он не лайкает? Ну слушай, лайк это лайк, а Гудзон все-таки человек. Лайк еще такая типа штука абстрактная, которую ты не потрогаешь. Мож, он второй. А Гудзона ты потрогаешь. И он тебя потрогает. Когда-нибудь. Не надо меня трогать, Алла. Гудхон, дай я тебя трогаю. Вы можете между собой общаться, в конце концов. А с лайком ты не пообщаешься. Лайк тебе не товарищ, а Гудзон товарищ. Руки убрать. Да тебе нравится чьи-то. Блядь. Здорово, пацаны. Блохи. Обожаю этих блох. Классные ребята. Ебать. Мы говорим по воле главнейшего глашатая, чья весть — знамение конца эпохи. Под капеллой, разрушенной волей монарха и над лагерем, обвитым нитями чернее страха,
За пределами основы мира и панцирей, сожженных до сажи, под боком хирурга в опале, у венца предыдущих башен, клетка той, что правит шелк лжи, восстает, в вышине жестокое сердце, что превращает в лед. Над пиком колыбели ждет последнее испытание на свете. Молчание — знак согласия. И эпоха уйдет, кое гриб этот был свидетель. Да, Фенестра. Значит, глашатай прибыл в эти края. Коли он здесь сейчас, то грядут великие потрясения, либо жестокий конец. Ничто другое не привлекло бы его внимания. Нихуя. Закат эпохи. Пиздец. Умный как утка из инглиша пошло оказывается. Странно, что в СССР ее знали. Шпионы. КГБ. Хотя впервые в 1916 году упоминается. Накал чуть не наступил. Фига ты там исследуешь, правда. Я невоспитанный. Это хорошая черта. Блять. Так. Вот что это за хуйня? Под капеллой, разрушенной волей монарха, и над лагерем, обвитым нитями чернее страха, за пределами основы мира и панцирей, сожженных до сажи, под боком хирурга в опале, у венца предыдущих башен, клетка той, что против шелка лжи восстает, в вышине жестокое сердце, что все Рокси, превращает записывай стихи. в лед. Над пиком колыбели ждет последнее испытание на свете, и эпоха уйдет, кое гриб этот был свидетель. Раунд. Это мне Ахахах. так надо пройти? Поставлю лайк. Мне отписались. По поводу. И нет, компа не будет. Заебись. Чилимче. Можно чилить. Жду голодной смерти. Ну ты, конечно, голодная смерть. Голодные игры. Кстати, про голодные игры. Счет желания появились вчера, и пересмотрите. Я вообще не понял этого фильма.
Ну, может, стоит тоже пересмотреть, кто его знает. Ну, в плане типа... Марафон устроить. Хз. Вроде бы прикольное кино. А вроде бы и хер пойми про чё. Там про подростков, которые типа дивергенты. Чего? И они типа такие бунтари. В наше время сложно с голоду умереть. Гоу вместе и марафон в Дисе. И на 40 день можно питаться. Леди дни Фарлома сочтены, леди. И если вам удастся сильнее... Ну так ты да, гречка пока по 30 плюс. Силу, что у меня есть, отдам вам. Mi offende? Благодарю тебя, если мой природа. Nesvie? А я разве не стал сильнее, блядь? У меня же вообще какая-то Пачка дня на 3. тема появилась новая. Ну, это странно, ладно. Окей. Старая капелла. О! Оно? Ничего себе. Скрещенное оружие, подобного которому тебе еще не доводилось видеть, пока оно, несомненно, еще дремлет. Путешествовать под землей — это я одно с дело, утра. для путешествия же сверху может потребоваться восприятие иного рода. Hironare. Уважаемый глашатый, встреча с вами в этих дальних краях — редкое везение, если только вы не следовали за мной. Путь, что сам собой пересекается, дурной знак. Те, кто смотрит по сторонам, прекрасно это знают. О, прошу прощения. Так. Ошалеть. То есть вот так, да? Теперь над лагерем обвиты Ха-ха. нитями чернее страха. Похож на Рокси. Прикольно, он так появился Так из-под земли. его и представлял. Такой. Такой. Прикольно. Я секси-гриб. Секси гриб. I am sexy grip. Yeah. Как Ленин. Cadestre. Fadastama. Вечно свет. Мы слышали сказания о нем, но считали его мифом. Если бы он вырос в наших землях, мы бы наверняка о нем знали. Pasfine. Я бы не стал искать его в этих землях. Мне нужна его полная сила, а он слишком хрупок, чтобы долго здесь продержаться. Я бы искал его в своей памяти. Значит, ты хочешь, чтобы мы вскрыли твою душу, дабы извлечь легендарный цветок? Возможно ли такое? Pasfin. Для другого жука нет, но я наполовину ткач, так что стоит попытаться. В далеком прошлом я встречал этот цветок. Моя нить все еще хранит слабое воспоминание о нем. Если вечно свет достаточно крепко держится в моем шелке, его можно было бы проявить. А, значит, ты просишь нас о другом Главное, заклинании. чтобы Гудзону Чтобы нравился. яснее явить этот цветок, он столь четко высветить старые воспоминания одной из вашего рода. Тьфу Это ты. непростая задача даже для нас. Дай нам Ахахаха. немного времени посоветоваться, древние. Говорят не по-русски. Мы могли бы это сделать, заклинание можно применить, но лишь при наличии достаточной силы. Колоссальной силы, равной, возможно, силе самой монархини. Benifrey. Предоставить вам свою я не могу, даже если бы ее было достаточно. Она все еще нужна мне, дабы дать отпор той, что внизу. Но где еще, по-вашему, мы можем ее позаимствовать? У Фарлома. Не забывай, наше королевство может исполнять желания. Фарлом был рожден не монархиней, древние.
Сила существовала в этих землях еще до того, как она подчинила их себе. Отыщи древние сердца нашего королевства и последних наследников, что несут их силу. Они все еще здесь, но спрятаны и сильно ослаблены другим господством бледной тиранши. Ты должна пробудить их. Мы расскажем тебе, как сделать это подобающим ткачу образом, научим печальные песни, дабы проникнуть в их воспоминания и оживить в последний раз. Повышение уровня для Муглорд. Хороший человек LVL 36. С повышением уровня Муглорд. Элегия Бенбу глубин. Баунс, Бенбу Баунс, Бенбу Баунс. Воскрешение воспоминаний о забытом прошлом Фарлома. Мы расскажем тебе, где насколько нам известно находятся эти сердца. Нам понадобится 3 из них, дабы выстроить заклинание и извлечь ясное воспоминание об этом цветке из твоего шелка. Восклицательный знак. Уровень. Не так. Ранг по-английски. Принеси нам сердца. Восклицательный древние. знак. Левел. Это Гадзоунау Z. Тругутмен. Ранг. Номер 1. Уровень. 201. 3361 дробь 6231 XP5. Говорит на япанглише. Оказывается, левел тоже работает. Тругутмен. Угу. Узри сама забытую силу сей жемчужной земли, прежде чем мы сожжем эти воспоминания, дабы спасти ее. Охленчик. Ага, ебать. Хоть какое-то достижение в жизни Кэпу. Это за шо? Дэнсгрим. Мучительная аура. 8 твердых масок, закрученная душа в ярости. 12 сплющенных акнидов, из коих высажены все соки. 6 Восклицательный знак. живых Левел. пилигримов, подвешенных по долгу Кетрокси, для длительного Кетрокси, оттока. хороший человек. Ранг. Номер 4. Уровень. 42. 800 дробь 1302 XP. Это я и так знал, что хороший. Кетрокси, хороший человек, так не напишет. Ничего себе. Шаман. Хороший человек, плохой воздух. Метайте себя клинок держать не вперед будет. и усиливайте свои знания с шелком при помощи мощных рун. Для смены знака откройте экран с... Ага. Новый приемчик. Прикол. Шаманка. Получите все знаки. Нихуя. Нихуя. 6,9 игроков сделало это достижение. Настолько редкое, блядь, ничего себе. Так, и что это? Ничего себе. О, ну это имба. Ну это имба. Это имба. Ну серьезно, это очень круто. Чё сидите? Блять. Блять. Дикое сердце, лесное сердце, могучее сердце. Вот.
2 умения. Это Гадзоунауза, ты вообще меня не лайкаешь, я тебя вообще вот забаню, а потом разбаню, потому что ты хороший, а потом опять забаню. Но, конечно, разбаню опять. И так без конца. Ну, вы, конечно... Так. Нулан, твой модер меня домогается, кажется. Добра тебе и здоровья. Ну, так он не модер, он просто зритель. До тебя сейчас просто домогается какой-то мужик из чата. Ну как бы. Так что я тут, ну, что я могу поделать? Совет вам и любовь. Поросат. Просто. А вдруг не мужик? Тогда не Я поросят. это, они. Может, Роксолана, эффектная брюнетка с роскошной грудью. Мне тесно в этих старых гендерных устоях. Ебать! Кто-нибудь трахните Это Рокси. Гадоунауза для тебя могу быть кем угодно, милый. А все думали, что пузатый страшный ворчливый мужик. Прикинь, до потолка не достаю. Пузатая страшная эффектная брюнетка с роскошной грудью. Ха, что-то посыпалось. Да, блин. Блин, отстой. Так, ну ладно. Пойдет не? Чего, блядь? Ну, все правильно, да. Решал задачу часов в 10, написал 2 строчки кода, вот так бывает. А у меня такой простой баг был со звуком. Я так каждый день работаю. Там просто в свойствах инспектора надо было назначить свойства и все. Потому бесит, когда спрашивают, за сколько сделаешь. Блин, это такая, типа, на самом деле, штука, да? Ну, я не знаю. Может, с У этим меня надо первый таск, как-то просто на обращаться к поверхности лежал бак, я нейросети проекта все-таки. облазил. Ну, в плане того, какую стоимость стоит запрашивать на свои услуги какие-то там. Ну, по графическому дизайну, по программированию. Потому что я очень часто, бывает, ошибаюсь в цене. И это меня бесит. Справился, просто поставив строчки.
У меня всегда условия все часы оплачиваются, хотя часто пытаются пробовать на оценку заранее и типа не платим остальное. Ну, они такие, да. Дохуя хитрые. У нас с тобой пока не дрочим сильно по факту по часам. Риски на разраба перекладывают удобно, чё. Мы как переменные сидим на незнакомом подле. Причем отбитым на кастомном движке сверху еще. Таков путь. Ну да че делать? Я уже в радиаре интересно немного. Блин, хочу навестить ее. Мне вообще моим квери сделать дали. Ну, надоест меня отставка моя, соберись в игру на тихо. Я делаю только есть систему изучения миллионов дней. Новым дизайнером Рокси клиентов по баням искать. Жесть, я просто охуевшие приемы нашел. А че в банях может? Норм. Ок. И отправилась покорять ледяную вершину Фарлома. Коль скоро отыщется отважный жук, который осмелится бросить вызов смертоносному упорству моей булавки, пусть явится для поединка на подветренный склон. Булавочница. Круто. Не, ну меня порадовало, что на Юните написано. Юнити прямо рядом со мной. Интересно, пощупать надо. Это о чем? Видимо, про свою прогу, на котором он работает. Про игру эту. А, никто не понял, получается. Ну да. Вот эта красотка сделана на Unity. А, Вот эта красотка, это Unity.
Ну не говно. У меня буси и шарп подобный язык. Так они все живоподобные, которые в свою очередь всеподобные. На года тоже на шарпе писать можно, но он немного там недоразвит. Нихера себе меня подкинуло вверх. Петроксифе тогда все языки си подобные. Хуже. А если совсем отбитый, то и на «с» можно. Я кодзал на «с». Но это совсем отбитым быть. Чистый си. Я из низкого уровня только раз щупал. Я тоже чистый си трогал. Своеобразный, но такой прикольный. Чистый. Раз не щупал. Вроде аналог ассемблера. Или си. А не си все-таки. Си доработали. Вспомнил. О. Что? Она умерла? Там своя философия с работой с памятью, с набега не поймешь, но когда помнишь, что он становится понятным. В смысле? Это же она. Без классов. Имха в ней главный задок. Да все там есть и опыт. Там затык главный понять систему замствования памяти в языке. А. Ага же, чиха с иглой. Кто еще смелится столь яростно тормошить булавочницу? Полагаю, ты видела мое желание, надеешься исполнить его? Buenera.
Я знаю, чего вы ищете, булавочница. Смертельной схватки, достойного Она конца в бою. булавочная полу на А не твоей бессмысленной совести. гибели под рушащимися сводами. Я готов исполнить Полуавтомат. вашу просьбу в определенной степени, однако внизу меня ждет еще более суровое испытание. Что бы ты ни задумала, жучиха с иглой, теперь все это может оказаться бессмысленным. Эти, порожденные тьмой толчки, они предвещают гибель Фарлома. Так к чему пустые слова? Мне лучше уже начать, пусть хотя бы одна из нас завершит свой путь достойно своего призвания. Нихуя. Но читал, что утечки памяти убрали. Все они всех бесили. Да, бля. Сейчас. Раз прикольный, но своеобразный, и именно из-за своей вот этой работы с памятью. Раз, если контроллеры хочешь кодить. На любителя. Задрота. Да на нем и Б сейчас пишут в узких местах. Ну тогда... Песочки критичные. Знаменитый. Я не любитель такого кабрения. Более современный без 50-летнего багажа за Нихуя спиной себе. ненужной шляпы. Для банков критично, да. Банки вообще на фортране половина написано в Кабуле до сих пор Enterprise. Ага. Недавно узнал. Удивился. Ладно. Как написали, так и трогать боятся. И спецы по ним ценятся ебать как. Помрет чел, поддерживающий это все и капут. Ужас какой. Это древний язык, которым уже никто не пользуется. Всем банкам оплакивать будут. Но ходят легенды, что есть один человек. Где-то далеко-далеко. Совет директоров гроб понесет. Всем банкам плакать будут, что ни хера не работает.
Акадира на табло не найти, это задача. Да сильно прикрытие. Я только одного знал, какого. Но он пиздец непонятый был. Я обещал вот эти регистры памяти. Да блин. Я с Лиспом игрался не так давно, капец. Он странный, но забавный. И сейчас его даже пользуют прям много где. Это мат-язык вроде. Не. Да блять. Но его сейчас и на байки, и в Интерспрайс пихают не как мат. Я даже как... Женька quiere. Но философия у него прикольная. Как на нем счет большой писать я Дашу. Так, ладно. Это уже, по-моему, 4-я попытка идет. Так, то язык это так хуйня. Вот мышление программистское годами вырабатывается. Я до сих пор туплю, если классов много. Плохо вижу связи. Факт, тебе надо проблему решить. Если вы ее решите, то напишите, уже не проблема. Да.
У меня по крестовой системе около 10 классов задействовано. Я день только изучал, чей зачем идет, как инициализируется и как связано, пока чет написал криво-косо. Patelola. Acladore. В смысле? Renka quiere. Ну, да, let's go. Ничего, написал, я под нее практически. Изи. Ах, ты проиграл меня в честном бою и все равно не хочешь наносить смертельного удара? Да. Пятая попытка или шестая? Шестая, по-моему. Янара. Я могу испытать вас, булавочницы, и себя заодно перед грядущим испытанием, но не собираюсь лишать вас жизни. Несмотря на эти толчки, гибель Фарлома не так уж неминуема, как кажется. Я намерен бороться за его будущее. Regina Fora. Если мне удастся осуществить задуманное, уцелевшим землям понадобятся столь стойкие стражи, как вы. Не удивляешь же ты. Заставляешь меня почувствовать себя идиоткой, погрязшей в мыслях о конце света. В то время как ты устремляешь взгляд в светлое будущее. Похоже, ты победила меня дважды, жучиха с иглой, превзойдя и остроту моей булавки, и твердость моего духа. Фатальное упорство. Я в Благорне помню, и Брайт строил О, это тоже Как он редкое меня достижение. 7,5 всего лишь. Победить булавочницу. Но она крутая, да. За твои выдающиеся силы, мастерство владения клинком и великодушие, жучиха с иглой. Прими в награду сию эмблему нашего ордена. Ни за что не бы подумала, что кто-то еще вступит в наши немногочисленные ряды, но ты достойна этого не меньше, чем все, кто был с нами до тебя. Значок с головкой. Эта тема действительно хорошая. Самый долгий босс, наверное, в моей жизни. И Брайтас. Трайл дня 2. Bloodborne и Брайтас. Ну, я примерно в те года помню, самый долгий босс у меня был. А, вот, вспомнил. Это был Исин из Секера. Дедушка Исин. Ну и Сирату Касату даже. Самый ебанутый из всех, по-моему, был это и дедушка Исин Секера. Потом, если из Dark Из Souls'ов, Бладборна. из Dark Souls'ов, если, то танцовщица была с клинком, которая, типа, ну, красивый босс такой, с вуалью у нее такая, и ходит так медленно по залу. Как, кто там еще был?
Танцовщицу я быстро прошел. Но она меня что-то заебала в какой-то момент. Я еще тогда... Ну, не то чтобы несколько дней, но я прям долго душился ночью, я помню. Блин, кто мне еще так долго дрюкал-то? Ну, в Bloodborne, по-моему, точно меня кто-то кошмарил. Ну, прям вспомнить не могу. Но вот самый, что ни на есть ебанутый, это был Исин. Из Секера. Пиздец. Вот я на нем основательно застрял, помнится, в первый день прохождения. Ну, вообще в первый раз прохождение, когда было у меня по Секеру. Это, сука, меня так ебало. Это было жестко. Не знаю, доходили до тебя слухи жучих с иглой, но поговаривают, будто в самом сердце этой горы таится сияющий секрет. Истинная дива, как рассказывающая Орштин и меня покошмарили, но там уже несколько Если часов. пробудешь в этих краях подольше, время тебе позволит, может, попытаешься ее отыскать. Конечно, сначала придется найти вход, но тебе, несомненно, хватит смекалки и ловкости туда проникнуть, коли возникает такое желание. Ебать. Да, хочу. Хочу. Так, мне кажется, она имеет в виду... Если идти посюда. Арнштейн смог. А, ну да, Арнштейн смог по классике в первый раз, да, это пиздец. Эти урода 2, блядь, это пизда вообще. Как я дико охуевал на них, это пиздец. Ахаха. Блядь, Арнштейн смог. Как я этих уродов мог забыть, мне, то есть, ёб твою мать. Рокстеди и Биба, блин, просто. О, нашел. Нашел, ёпта. Пласт магнетита. Нашел материальчик. А ты Bloodborne не проходил? Проходил, но очень плохо помню, потому что... Ну, бля. Проходил-то всего один раз. Я ради него плойку купил тогда. Ну, Bloodborne достойная вещь, да. У меня есть цифровая копия его на PlayStation. Классная штука. Сын иногда пытается его траить, играет. У меня диск. Блять, а как-то можно вот этих сраных убрать мух? Они мне пройти не дадут это место. Ладно, придется постоять. Мне она до сих пор жутко и дизайном нравится, и атмосферой. Ну да. Уникальная вещь все-таки. Мне кажется, всем очень сильно понравится также вот эта новая игра от Фромов про вампира, которая, походу, она будет тоже имбой вообще. Хрен знает.
Ну, я что-то уверен в этом. Что за про вампира? Это про сетевую, которая выйдет, или они что-то анонсировали? Да нет, она не сетевая. Эксклюзив для свитча выйдет. Снова какая-то игра от Фромов. Как она называется, я уж не помню. Что-то типа Bloodsucker. По-моему. Но нет, на самом деле не Bloodsucker, а что-то как-то по-другому. Но... Как там дрочь а-ля королевская битва вроде? Да графика норм. нет, ты чё, королевская битва это была Elden Ring Night Rain. Сакерблад. Сакер была. Она реально так называется? Да не, я тут зарофлю. Ну да Найтрин, и он вроде сетевая, а будет брачильня наслияя. Фрэнк! Нет, ну помимо Night Rain у них есть еще другой. Вот, как раз таки этот Night Rain. Это фу ты, блядь, Bloodsucker. Bloodsucker. Как он называется? Ну не Bloodsucker же, блядь. Ну так, он вроде тоже сетевая брачильня. Фрэнк! Да, мне казалось, что нет. Как Сакер. Выходит новая эксклюзивная Да игра. вроде, да. Как Сакер. Ее наоборот, поэтому и не ждут особо. Да? Бля, мне казалось, это что-то охуенное. Что эксклюзив на Switch и что сетевая брачильня? Погоди. Мне кажется, или неправда делают типа а-ля свой Monster Hunter World. Оно типа как Monster Hunter, да? Если уж на то пошло. Если так, то это очень печально. А там, ну это вроде точно сетевая брачильня или королевская битва или тип Ханта. Понятно. Ну... Это печально. Все иное, что Фромы куда-то не туда пошли. Понял. Ярканит. Коралловая башня. А, да?
Но я думаю, они 4 или Елдут 2 делают там по-тихому пока. Ну, обязаны, как будто бы. Ну, в том плане, что... ну, ебать. Все же типа- и хлеб. Ну да. А как иначе, типа, да? Ну и потом, после Элдена Ринга и там прочего, я думаю, они, ну, явно захотят подобные игры сделать. Ну, такие. Хер их знает, сейчас начнут мобилки делать. Прикинь. А ты всё охуеть, ага. А это прям как Blizzard будет, получается. Ну вы чё, блядь? У вас что, телефонов нету, нахуй? Елдин Мобайл 3 в ряд. Собери картинку с Малинией. Ах, Страшно. Страшно, очень страшно. голый. И сразу я другое дело. Ахахах. Бля, вот это хуй знает. Потом с Мугом голым. Смог. Да, это ж как надо им упороться, чтобы вот так вот опуститься. Как будто бы, знаешь, типа, с какой-то такой большим опозданием к ним доходит вот эта вот маркетинговая идея всякая такая, ну типа тренды всякие от всяких манагеров по типу, бля, чуваки, надо делать сетевые игры там, чтоб люди вместе играли там прочее, типа пацанам из фромов там какой-то хуйман подходит такой и показывает типа его вот эти вот исследования о том, что все любят ваши игры за кооператив и сетевую составляющую и жестко убеждает Это, их наверное, в себя этом крутым плане. можно считать, если это Елду разрабатывал, или ДСы. Это как на передовой, также можно себя считать капитаном, если ты над аватарами работал. Чисто великие игры, чисто кино, которые работают с самыми передовыми цехами и само их для него делает.
Можно ходить реально в обывацахах. Да. И никто те слова не скажет. Еще бы. А. Так, ну-ка еще раз. Ну, самбо имба, это, знаешь, чем козырять? В том, что ты работал на Blizzard во времена этих... Ух ты. Вау, прикольно. Или Valve. Что ты работал над каким-нибудь там Half-Life там. Над каким-нибудь эпизодом там. Это вообще типа охуеть. Ну такое даже вообразить сложно. Вау. Сыпет. Водичка. Но если только во времена тогдашние. А сейчас вот игры выходят от этих бывших и проваливаются. Не намедили маркетинга у бывших создателей StarCraft, а игра выходит говно. Еще помню, когда Blizzard это было. BlizzCon смотрел каждый год и... Круто. Я еще помню, когда именно Blizzard, это было ух, смотрел BlizzCon. Да. Прибыли события, но там смотришь Епов Гирс, обварнивый. Епов Гирс, Уncharted, Биошек Нихера себе. А сейчас смотришь, Двуями такой, ладно.
Или я зажрался, или... Старик. Еба! Беги буку. Бля, попрыгун с Саной. Особенно во времени на Xbox 360. Хотя погоди. Ай, черви схавали меня. Так. Раньше и девушки, епать уф ни хера себе, а теперь, бля, ну типа окладно. Да. Ема. Это за ш- Да не девушки всегда епать уф ни хера себе есть. И ты стареешь. А ты типа нет. Дэнс Грим. Я только в играх оскуфился. Так. Девушки, это красиво. Прикольное место. Чтобы вы понимали, мне Ага, надо это когда с все банкой за пиваса один и трай матом орёт. пройти. Охуенно красиво. Ну че ты, ну блядь. Ну ты таких где-то ищешь на помойке. Так это он про меня. Ну красиво из туала. Таких много. Может, у меня район такой, конечно. Красота в глазах, смотрящего о них девушках. Центр нет кадры красивых больше. Петров, сейчас тебе точно 15 лет. А да, как тебя на работу взяли? От мамы записку, что ли, принес? Я не люблю девушек, что все мне 15. То, что ты красоты не видишь, это не считается.
Вот и будет. Не вижу красоты. Дания. Гудзон видит красоту в играх. Рокси Кэт в девушках. Но это не значит, что Гудзон вообще не видит красоту. Ну-ка, попробуй, как глаза смотрящего. И у каждого своя. Да, конечно. В мире нет. Оно появляется только когда появляется наблюдатель. Ёбаный рот. Friend. Friend. Ох, и Рокси. Ну, это красивые слова, да. Так, Красота — это симфония. Она есть. Без наблюдателя. Симметрия уравнения. Есть симметрия, что она красивая, кто-то уже что придумал. Здоровье, молодость. Она просто есть все. Это набор реальных показателей. Они в голове твоей. А вот отношения разные, да. Тому и нравится. Реальные показатели оцениваешь как красивый или нет. Но не скажут, что кобыла зовет из баба. А без тебя они просто есть. Никакие. Йоу. ай, блядь.
Почему тогда большинство людей красоту одинаково оценивают? Значит, она есть. Привет, Заракин. Здорово. Потому что эволюция человека базово в одних условиях проходила, и красота оттуда тоже. Человек так и говорит. О, господи, нихера себе. Понимаете, если я сдохну, то все заново. Все заново. Этот босс-раш, он просто будет идти. Этот... А ты про красоту в каком-то охереть вообще. метафизическом смысле? Господи, нахер. А, все, окей. Да ладно. Почему горизонт на картинах не особо хорошо посередке делать, а надо чуть ниже? Потому что с высоты головы человека он его так видит. Вот и вся красота. Это как сказать, высота не существует. Высота не существует же, пока никто не измерит ее. Ну да. Ну вот, пришел к базе. Красоты не существует без человека также. Есть наблюдателя без созерцающего. Я дремал и ебал. Красота — конструкт ума. Без созерцающего ничего не существует. Блин, надо было Ну да. все-таки зеркало взять. Нигилист Рокси, получается? Философские разговоры. Это так прекрасно. Можно и ад сказать, но скорее без созерцающего нет вот этих оценок. Есть простой мир. Еба, чё за философия пошла? Ну так прекрасная философия. Мыслители данного канала. Такое ценить надо. Я так на горах заебался от философии. Ты говоришь, что только наблюдатель. Ну да. Красота сводится к геометрии. Да блять, тварь. Значит, существует. Красота — это оценка. В геометрии. Геометрия — это геометрия. Симметрия — симметрия существует. Она не содержит красоты, пока кто-то не скажет, что симметрия — это красиво. Она просто симметрия. Явление.
сидит. Ну давай, погнали, ёпта. Коралловый король хан. Это точка зрения человека. А ты сказал, мир существует без наблюдателя? Вот кристалл, он симметричен. Красиво, именно это может сказать только наблюдатель. Блять, ну что за дерьмо? Ну какая же хорошая попытка была, ё-моё. Ща, погоди. А что он симметричен? Ну, фокус, Можно конечно, сказать без хорошо. наблюдателя? Нет. Почему нет? Этроксикет, кто знает, для другого человека он может быть уродливым из-за его симметрии. В принципе. Нет понятия симметрии, по факту он какой-то, если ввести понятие, то он становится симметричным. Ну, в целом, типа, в этом есть какая-то нормальная идея. В том плане, что, ну, я не думаю, что животные считают что-либо красивым. Я думаю, они, например, ну, если брать собак, то они просто держатся за того, кто им больше еды дает и кто добрее, типа, к ним. И всякое такое. И другие там животные тоже, типа, такие. А понятие красоты, ну, действительно, по-моему... Японское понятие в обиходе. Красота в криках, асимметрия. Выбирают же коту, кто покрасивей. Конечно, кто-то красивый. Ну да. Как иначе? Подвинь вон, какой хвост природа дала. Но вот если тяжкой на них натянуть понятие красоты, только оно очень не наше будет. Только что повыебливался. Наверное, красота — это что-то, что вызывает отклик в человеке. Только нет красоты без наблюдателя, с чем ты не согласен. Бля, пизда мне, походу. Без наблюдателя это просто мир в проявлении и без оценок. Без наблюдателя ничего нет. Так нечестно.
Света тоже нет без наблюдателя. Ну честно, нечестно, уже такое ахаха. Ну это такое, да. Так, лучше быстро поставим. Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет? Мгм. Ну, я считаю, что да, кто-то, что нет. Все приходит к этому вопросу. Ну, само знание о том, что дерево падает в лесу, уже создает этот звук. То есть мы знаем, что есть звук. Типа такая штука. Ну, в целом, типа, да, короче. Такая штука. Оно падает, могут просто как наблюдатели. Но можно и поспорить. Это да. Чем замахать без концерта? Блять! Пиздец. Ложная мразь, просто, ну серьезно. Я Ну думаю. вот смотри, Рокси. Но тут Влияет. мне ХП. Ты встал на философскую дорожку, бро. Так.
Мгм. Я могу сделать прибор, который скажет, что музыка красивая, красный огонек уродливая, зеленая красивая. Исчезнет человек, а прибор будет светиться. Можешь только он будет субъективен. А, бля, вот это вот надо мне, пиздец. Гармоники объективны. И он будет наблюдателем. Гармоники просто явление. Без тебя их никто красивыми не назовет. Без прибора. Звуковые волны гармоничны только в определенных длинах. Это просто явление. Без оценок. Явление чего? Как камень. Как ветер. Как электрон. Я о чем? Это явление. Ладно, не такое. Значит, красота — это явление. Без наблюдателя. Оно просто есть. Присутствует. Блять. Как идет гармония? Ну, то есть, если выберет человека, потом это будет эволюция через миллион лет. И новые люди не поймут, что такое красота, и без наблюдателя они равны. У них своя будет тоже какая-то. Не будет. А почему нет, не будет? Потом новую музыку сделают. Нет, у тебя же есть. Это не будет. Это не запишись. Мы заново все откроем. То есть откроем. Все так и дальше не сохранилось, как только. Ну, так что назовут красивыми симметрией мозгов не будет. И даже узнал, как красота может быть явлением. Повышение уровня однородности хороший человек в мире 43. Ебануться, блядь. С повышением уровня Roxy Cat. Zero 69 Кинг, вот и я не пойму.
Это газонаузеда. Это конструкция ума. Даже сейчас в разных культурах красота своя. Красота — это мнение человека, что вызывает в человеческом разуме отклик. Блядь. Одни законы. Или вот пример, я музыку люблю, когда вот шаман в шпалу бьет 10 часов под мухоморами, а кто-то Бетховена любит и кто прав. Вариации есть, да. Нет закона в базе. Это Роксике, так он мелодично бьет. Нолан, коралловое сердце не получишь походу. Они не в базе, а в наблюдателя, а так как наблюдатель обычно биологическая система, то они могут быть какие угодно. Смотри, получаем. Красиво симметрия, красный рам. Сегодня шумно назад Бетховен. Вы, может, все новое чуть будете вообще и скажут, что нет красоты. Не то, что ты считаешь уродливым, его зовут. Ну сейчас я тут тварь просто ебу. Я помню, что симметрия в основе этого мира. Странно его считать королевой. Вот эти шиншины палочки.
симметричный. Мне это будет противоречить этому миру. Блять, ну как так? Симметрия просто явление никакое. Из другого измерения только если. Никакое, блять, оно пока кто-то его, блять, не оценит. Симметрия — это физика. Ахахах. Оно простое есть и все. Листья симметричные, потому что ты их оцениваешь. Ну ок. Некрасиво, не некрасивое. Оно никакое, по сути. Ты именно добавляешь ему понятие красоты. Без тебя оно никакое. Что не такое? Потому что термин красота ты не раскладываешь. Составные части. Типа просто красиво. Какие там части? А почему не хочу понять? Блять. Да блять, иди нахуй, а. Газоунаузы, да. Думаешь, люди такие снежинки уникальные, что красоту придумали? Я сказала, ты конструкт ума наблюдателя, вот мой тезис. Без наблюдателя все явления такие. Какие? Это да. Без наблюдателя самого понятия красоты нет, как и симметрии и прочего. Гармония есть. Она есть названа. Ой, крутой момент. Клип. Видит наш хардкор. Рози будет не назовет красивым. Ебаный рот. А пансилия это не глазовое, а зависит от ума наблюдателя.
И кому-то роза это красиво будет, кому-то уродливо, а кому-то похуй. О понятиях я не спорю. Название это просто название. Ну так, красота само как название разве не подходит? То есть, кто назовет Красота это розу просто конструкт ума красивой наблюдателя. без человека, который, ну, назовет его красивой? Ну типа, ну с этим я, Рокси пожалуй, без могу спорить. наблюдателя будет черная и белая. Не. И теплая. И главное внутри наблюдателя. Вопросительный знак. Блять. Черная и белая это глаза переливаются, это их не будет. Просто волны. Тепло, холодно, но это движение молекул. Видит все. А, тварь ебаная. Черное это отсутствие света. Это газовый мазок будет никакого понятия, не будет черное и белое не будет. А красота в мире наблюдателя. Белое его наличие. Вот ее не будет. Свет будет или нет и без наблюдателя. Будет. И свет не будет. Да. Планетосимметричный замес. Как не название. В большинстве. И солнце. Как законы тяготения и греха. Будет это без определения. Это логическая грань. Для определения вообще это просто слова. Только вот ты почему это называешь. Считаешь, что это мировой закон, считать это красивым. Ладно, Наши лапы интересно, сокрушат, посмотрим. наши лапы будут править, наши Надо лапы гулять спасут идти. их всех. Ура. Тиран. Победите кораллового короля Хана. Круто. Я Рокси больше из спортивного интереса, если что. 7,7. Бьется медленно и глубоко. Коралловое сердце. Бля, Да, как... ты глупый, просто так и скажи, проиграл няня. Кэку. Без агрессии.
Так. Дэнсгейм. А, Ща тебе симметрия испорчу. Я и так несимметричный. Посмотрим, останешься ли ты красивой. Тебе бы, Гудзон, Кстати, Дилана симметричная цитаты на самом деле. героям боевиков, типа, писать. Это было Вот хорошо. еще тычек. И Это- глаза у это Науза было для хорошо. кого-то да. Для кого-то он останется красивым. Да. Ну, блядь, давайте вот насчет этого я подключусь. Ну, не может быть такого, что, ну, он всегда был красив для кого-то бесконечно. Ну, типа, отмудоху его так жестко, что сделаешь из него Вуйчича и, ну, как он останется красивым? Это же невозможно. Ну, то есть... Да найдется какой-нибудь долбоеб извращенный. Да не, да ну нахуй. Ну серьезно. Ну как? Ну, блядь. Не, ладно, в теории такой человек может быть. Среди миллионов. Но, блин, это ж такой пиздец, я не знаю. Да, красота, это мнение ей свойственно меняется. Да. Скажет, ебать ты красавчик. Отмудоханный. Вот мудоха, ну. Ебать буду. Есть люди, которые не чувствуют кипяток, от этого он кипятком быть не пристанет. Блин, вот надо было, да. И над лагерем, обвитым нитями чернее ушел. страха. И над лагерем, обвитым нитями чернее страха. Аминь. На Йолвин Лалкс. Это Гадзоунаузет, но есть другие люди. А есть гудзоны, которые пургу несут, но все же есть. И умные люди тоже тупо. Сука! Это да. Это факт. Есть лагерь, обвитый нитями. Это Zero 69 Кинг, но я его хоть забанить могу, если что, а ты вот зря подакиваешь ахаха кэпу. Чё Дима, всех блох собрал? погоди, ты же... А, ты все-таки все еще модератор? У меня тут на этом... Кажется, что ты не модератор. Поэтому я говорю, блядь. Да я шучу. Не, я понимаю. Но я просто думал все это время, что ты не модератор. Это Роксик на Йолвин Лалкс. Ха. Потом
идет и не испортит симметрию. Богиня красоты. Богиня красоты. Богиня красоты. Мои синяки. Friend. Вначале будет актуально тоже долгий разговор. У меня о биологических основах красоты. О, друид. Но там на полдня. В начале года буквально тоже долгий разговор был у меня о биологических основах красоты. Неужто время пришло? Наши земли стряхивают с себя скорбь ради нового биения. Да, они хотят этого. Ради нового ритма. Тимирьян. Толчки, которые ты ощущаешь, не от скорби твоей земли. Они говорят о ее разрушении, которое случится, если не усмирить их источник. Не-не, это биение. Этого биения жаждет наша земля. Она призывает его, и нужно, чтобы оно появилось. Болотные ягоды, ты продолжаешь их искать, мелюзга? Мое желание было исполнено, теперь очевидно, что их нужно еще больше. Больше. Принеси мне еще болотных ягод. Да, я тебе заплачу драгоценные бусины в обмен на свежие ягоды. От тебя исходит заветный сладкий аромат. Это же плод, обменяешь его на бусины? Давай. Драгоценный плод. И вот это плод, идеальная спелость, идеальный аромат, идеальная круглая форма. Тебе за такое полагается много Нолан Чо бусин. прошел или нет? Чё? Кого? Хана? Ну да, убил. Но нам же еще много чего надо сделать. Нам предстоит еще много Об этом чего и сделать. многом другом можно прочитать в моем канале Кэпо. Силсон. Силксон. Ну, на одну концовку прошел, на вторую концовку проходил. Сейчас на истинную концовку проходим. Понимаешь? Это У еще меня не мама было. почитала, сказал, ни хера непонятно, но очень интересно, ахаха. Ни хера непонятно. Очень интересно. А может про это место говорится? Ну да, кстати, похоже очень. Походу оно.
Блять! Так, я понял. Так, что тут у На нас? сестру пустота проходишь. Но я не знаю концовок, я не гуглил. У меня слепое прохождение. Вот лучше скажите, во что поиграть мне, чтоб не напряжно. Не напряжно. Эмулировать хочешь? Игра на PlayStation 1. Одна из моих любимых игр есть. Какая? Mega Man Legends. Прям очень прикольно. Сильно нравится. Сложно? Yeah. В детстве она мне казалась местами сложной. Но просто геймпад подрубай и кайфуй. Ну, это же PlayStation. Блять, я Хочу пару кликов делать и все. понял. И над лагерем, обвитым нитями, чернее страха. То есть звон в Вельвете было. Да. Ну-ка, пойдем. Я уже на высоком ранге, меня все пиздят, а я злюсь. Это Рокси 5 игры. Да поиграй реально Mega Man Legends. Прикольная игра, ну правда. Какой-то жук угодил в беду, неужто никто не спасет беднягу? Зов героя. Найс. Какие ужасы встречаются на сделать дорогах, 3 где клика, черные сиди, бугры смотри, жуков и кайф. пустых оболочек оскверняют все вокруг. Вот бы кто-нибудь посрубал их, даровав покой бедным душам. Понял. Бобо-я. Бобо-я. Это Рокси 5, любая новелла. Маскере. Да, кстати. Чисто на чиле. Как варик. Бобо-я. Ну... Оу. Полиамор. Сток я бесконечное лето том знаю и проходил. Блин, я не могу вспомнить.
Кетроксикетму. Но от создателей... Дальногляд. Вот это прикол. Аж мурашки по коже. Состояние места Мультик. недоступно для вашего восприятия. Прогресс с повышением. Чего? Что сейчас произошло? Я не понял. Уничтожьте тела пустоты в разных... А, ну да, я это делал. Не зря, кстати. Персона. Ну, персона, кстати... Ну да, блядь. Не в пень. Не, слушай. Какую-нибудь JRPG-шку поиграй. Я типа даже нихуя не шучу сейчас. А, кстати, вот процент завершения, Она оказывается, огромная. показывается. 86. Метафора, рефантазия, как называется. Метафора прикольная, охуенная. Мне понравилось. Хотелось бы до конца его пройти, но сильно отвлекся от него. Что еще есть? Метафора. Sea of Stars, или как там называлась, тоже есть такая инди-игрушка, тоже типа JRPG-шка прикольная. Но вот я ее хочу попробовать, но пока не трогал. Ну просто потому что много других игр вокруг. Я не понял, что такое дальнозор. Можешь рогалик скачать, какой позадрачивать. Ну, это же не напряжная игра. Но если не напряж... Ну, если ты хочешь рогалик, то попробуй вот из новинок Mortal Sin. Вот она, да. Ну, я сам хочу в нее поиграть. Кетроксикет не советую, хуйня. Ну киш не можешь, чтоб кликать досидеть. Не, ну Mortal Sin прикольная, мне показалось. Или ты что имеешь в виду, хуйня? Рогалики, в принципе? Как человая игра? Ну да, их человыми не назовешь, это точно. Очень много времени убил. Кишные человые, Какишная. где бегать не надо и прыгать. Kingdom Hearts классная джия. Kingdom Hearts. Повышение уровня для Zero 69 King Choi 5. Повышением уровня, поздравляю. Так, я что-то не пойму. А где Грибочел? Прикольно. Я Так, уже Силсанг на 4 концовки прошел. на 4.
Жестко. А сколько процентов у тебя прохождения? Так, Звонвиль. Ну, может, тогда где-то тут я хз. Че? Без мата. У тебя катан, да? Или ты сейчас ты доспать. Папа сейчас придет. Посмотрим. Вот над лагерем, оббитым нитями черней страха. Над лагерем, оббитым черней страха. Да ты еще. Даже так. Ой, какой красивый. Полностью покрасили. Типа... То есть, благодаря той хуйне теперь я знаю, чего не собрал. И типа искать надо, да? То есть еще 2 материала. 6 материалов. Ёбаный рот. То есть вот так работает. Интересно. Ну ладно. О, интересно, интересно. Там еще 2 супер крутых босса впереди. Ну, поэтому, как его, квесту. А так их еще больше, по идее, конечно же. Ну ладно. Все. Спасибо всем, кто был. Спасибо, что посидели со мной, пообщались.
хорошо пофилософствовали, я считаю. Прекрасно. Ну и все. Всем спасибо, кто был. Всем пока.